Сейчас я вам покажу самую красивую задачу с параметров в моей жизни. Именно с такими словами скинул мне эту задачу один мой давний ученик, который сейчас уже учится в физтех-лицее, и, соответственно, эту задачу он встретил на Олимпиаде физтеха, которая вот закончилась буквально пару часов назад, и вот он мне ее скинул, и мы уже обсудили. Очень интересно, действительно очень красивая задача, здесь есть над чем подумать, что увидеть, да. Посмотрим сейчас полное решение этой задачи, достаточно подробно, посмотрим, с какими сложностями здесь можно столкнуться и как этих сложностей избежать. Напоминаю, что вы находитесь на YouTube-канале ЕГЭ без боли. Здесь вообще-то самая большая подборка разборов задач с параметром. Здесь разобрано на канале уже около 200 задач с параметром. Я, честно говоря, сбился со счета. И обязательно подписывайтесь на канал, смотрите подборку разборов задач с параметром. Это самое, на мой взгляд, лучше, потому что это не я придумал эту разборку, это разборка сайта matus.ru. То есть все задачи, в основном задачи я брал оттуда. Также еще разобраны всякие там Ященко, Высенко и так далее, все вот эти сборники и ЕГЭшные задачи разные. Подписывайтесь также на Telegram ЕГЭ без боли на 90+, очень полезный телеграм-канал подготовки ЕГЭ на высокие баллы. Ну и также обратите внимание как минимум на мой курс по параметрам, если хотите научиться хорошо решать задачи с параметром. Зайдите как минимум на сайт, который в описании, чтобы почитать, почему я говорю, что это лучший курс по задаче с параметрами и в целом лучшие курсы по сложным задачам ЕГЭ. Я фокусируюсь только на сложных задачах ЕГЭ, на параметре теории чисел, планиметрии и стереометрии. Да, у меня есть курсы только по этим задачам, и это лучшие курсы по сложным задачам, которые вы можете найти. Понятно, что каждый бы так про свои курсы сказал. Ну, в общем, просто зайдите, почитайте на сайте описание, почему я так говорю. Я уверен, мои аргументы многих убедят в том, что это как минимум классные курсы. Итак, пардон, не надо это двигать. Вот такую вот задачу, да, будем сейчас решать. Итак, нам дана фигура. Фи от А, да, зависит она как-то от А следующим образом. И нам нужно найти А, при котором периметр фигуры максимален. Интересная формулировка задачи, нигде такого не было. Ну, по крайней мере, на ЕГЭ такой формулировки не бывает. И найти также сам периметр тоже нужно. Давайте посмотрим. Значит, второе неравенство, которое задает фигуру, очень простое. Это просто внутренность круга радиуса 6. Да? Давайте рассмотрим первое неравенство, оно намного интереснее. Вот у нас получается x плюс 4 синус А умножить на y минус 4 косинус А меньше равно нуля. Что задает это неравенство? На самом деле оно задает 2/4 плоскости, скажем так. Вот давайте аккуратненько по шагам построим. Например, проведем ось y, как обычно, вертикальную, да, и ось x, как обычно, горизонтальную. Ну и при каком-то значении параметра А, не знаю, при каком конкретно, вот просто сейчас от балды нарисую что-нибудь вот такое, да, у меня как будто бы, понятно же, что вот эти вот множители, да, каждый из множителей, если сравнивать его с нулем, задает прямую какую-то. Вот, то есть я, грубо говоря, сейчас думаю об уравнении x плюс 4 синус на y минус 4 косинус равно нулю, да. Тогда я получаю x равен минус 4 синуса или y равен 4 косинуса. И, соответственно, у нас будет две прямые. Вот, x равно минус 4 синуса, либо y равно 4 косинуса. Вот такие вот две прямые. И понятно, что в зависимости от значения параметра у нас эти прямые туда-сюда будут двигаться. Ну, вообще, можно даже понять, да, в каких пределах это все движется. Вот я тут, кстати, нарисовал что-то, какой-то совсем предельный случай. Давайте мы чуть поближе, да, то есть у меня просто единичка так и будет единичным отрезком, то есть одна клетка будет единичным отрезком, тогда вот здесь у нас минус 4, тогда понятно, что левее, чем это значение, у меня прямая x равно минус 4 синусу никуда не уедет, потому что синус как максимум 1, тогда x как минимум минус 4, да, то есть у меня вот эта прямая не может уехать левее, чем минус 4, также она не может уехать правее, чем плюс 4, ну и когда я буду менять значение параметра, у меня на самом деле прямая будет просто туда-сюда болтаться. Вот, и, соответственно, то же самое будет и с горизонтальной прямой. У нас эта прямая тоже болтается вверх-вниз, ну и, соответственно, они относительно друг друга как-то интересно тоже болтаются. Здесь можно пообсуждать траекторию движения вот этой точки, она на самом деле очень легко выводится, сейчас мы тоже это обсудим и скажем. И да, вот такая вот какая-то интересная ситуация. Вот, получается, границы вот это вот множество такие. Ну и если мы теперь с вами поразмышляем над тем, какой знак, да, и подставляем какие-то точки, вот я здесь какое-то значение параметра рандомно выбрал, да, мне вообще по-хорошему бы знать какое-то значение. Но представим, что у меня, неважно какое значение, я, например, подставляю сюда, скажем, x равно там 100, y равно 100. Тогда независимо от значения параметра, здесь у нас небольшие относительно 100 числа. И вот если подставить 100, 100, это точка, которая где-то там далеко-далеко находится, то у нас получится 100 на 100 меньше равно нуля, примерно 100 на примерно 100 меньше равно нуля, короче, неверное получится неравенство, да, и вот эта четверть, значит, не подходит под это неравенство, окей? То есть, еще раз, значит, это неравенство,
задает множество точек. Как множество точек найти? Сначала представляем себе уравнение, строим две вот такие прямые и, соответственно, говорим, что у меня вся плоскость сейчас этими двумя прямыми поделилась на 4 четверти. Раз, два, три, 4. И на каждой из этих четвертей выражение вот это принимает какое-то значение какого-то постоянного знака. Соответственно, подставив число какое-то 100, например, я понимаю, что в этой четверти у меня значение слишком положительное, большое положительное, да, соответственно, не меньше нуля, поэтому эта четверть не подходит. Подставив, например, минус 100, вон оттуда вот точку, я понимаю, что такое значение подходит, то есть вот это вот четверть плоскости подходят в это неравенство, ну и на самом деле здесь тоже не подходит, вот это подходит. То есть вот такие две четверти неравенств задаются, две четверти плоскости, да, задаются, получается, вот этим вот неравенством. Окей? Еще раз, вот это первое неравенство задает две четверти плоскости. При этом надо понимать, что вот эта точка А двигается, на самом деле, не точка А, а точка пересечения. В зависимости от А двигается, на самом деле, она двигается по окружности радиуса 4. Да? Я вот не рисую это как окружность радиуса 4. Ну, вы поняли, в общем, по окружности радиуса 4. Как вывести, соответственно, окружность? Ну, тут надо заметить, что x квадрат плюс y квадрат равно чему? 16 синус квадрат плюс 16 косинус квадрат, да? Мы, очевидно, понимаем, что это... вот эта вот тригонометрическая единица, если вынести 16 в скобках, получится синус квадрат плюс косинус квадрат, 16 на 1, 16, все, x квадрат плюс y квадрат равно 16. Получается, что координаты точки пересечения, ну а понятно, что эта точка имеет координаты как раз-таки вот такие, они всегда удовлетворяют уравнению окружности. Получается, что когда у нас двигается значение, когда меняется значение параметра, вот эта вот точка, она просто двигается по вот такой вот окружности. Хорошо, еще у нас есть вот такой вот круг. Да? Круг радиуса 6. Я его от балды тоже вот так вот нарисую. Мне вообще тут не сильно важен ровный чертеж. И смотрите, теперь я могу в целом сказать, что вот эти два неравенства задают мне фигуру какого вида? Вот такого вот вида. Да? Фигура у нас вот такая. Раз, скажем так, вот это не сектор и не сегмент, ну просто такая вот часть круга, да, и с другой стороны плюс-минус такая же часть круга. Так, я ее сейчас пока буду раскрашивать, у нас уже тут полвека пройдет, поэтому я ее, позвольте, раскрашу не полностью. Ладно, некрасиво получается, да? Тогда подождите, пока я ее полностью раскрашу. Можете видос перемотать. Так, надо было просто кисть увеличить, прежде чем этим раскрашиванием заняться, но не предусмотрел я этот момент, да. Так, вот так оставить? Или не надо? Давайте вот здесь еще подкрасим немножечко. И вот здесь вот, и вот здесь вот, и вот здесь вот. И вот здесь вот. Да, вот такая вот у нас получается, короче, часть круга, да? То есть, еще раз, фигура, вот она. Вот такая часть круга и вот такая часть круга. И нам нужен периметр этой фигуры, максимальный периметр этой фигуры, который я по факту сейчас просто обвел красным. Вот такая вот интересная задача. И на первый взгляд, на самом деле, задача очень жесткая, потому что, так, окей, нам нужен максимальный периметр, да? Вот мы понимаем, что периметр из чего состоит. Давайте просто констатируем, да, что периметр это хорда плюс хорда, скажем, хорда 1 плюс хорда 2, это не x1, x2, а h1, h2, да? Плюс дуга 1, дуга 2. Плюс дуга 1, плюс дуга 2. Вот. Из двух хорд, да, и из двух дуг состоит этот периметр. Окей, вот давайте размышлять. Смотрите, если мы пойдем делать эту задачу в лоб, то здесь, конечно, очень-очень все сложно, потому что мы должны будем какой-то вот такой вот центральный угол рассматривать, какой-то еще вот такой вот центральный угол рассматривать, через эти два центральных угла находить вот такую вот дугу, да, находить точки пересечения этих прямых с окружностями, раз точка, два точка, и зная эти точки, находить раз дугу, два дугу, да, вот, и, соответственно, уже расписывать вот эту вот хорду и смотреть, на самом деле, даже, наверное, производную смотреть и говорить, когда у нас максимальным будет этот периметр. Вот, я надеюсь, все понимают, что это очень-очень сложно, да, то есть можно, на самом деле, выкручиваться, по-разному можно выкручиваться, но если пойти просто вот так вот в лоб, ввели здесь угол, и через угол это все выражать, как-то там связывать это со значением параметра, то это будет большое, громоздкое, сложное решение. Поэтому давайте, собственно, смотреть, как эти сложности обходить. Первый способ обойти эти сложности — это вообще заметить такую вот простую вещь. Тут надо быть, на самом деле, хорошим геометром. Если вы достаточно много задач по геометрии решали и видите вообще такие вещи, то вы можете заметить, что вот этот угол, он всегда прямой, потому что у нас всегда угол между горизонтальной и вертикальной прямой здесь вычисляется. И вообще-то вот этот угол, он, если я введу градусную меру вот этих дуг альфа и бета, да, он всегда
вот этот вот угол 90 градусов, ну давайте я через π пополам все-таки, через π пополам выражу этот угол и скажу, что он равен полусумме вот этих вот дуг альфа плюс бета пополам. Да? То есть смотрите, у нас весь периметр состоит из дуга плюс дуга, причем градусные меры этих дуг, весь периметр состоит из двух дуг и двух хорд, да, но вот эти дуги в сумме, градусные меры, точнее, этих дуг. Сейчас тут еще очень важно понимать, что такое градусные меры, что такое длина дуги, да, надеюсь, вы не путаете эти понятия. Так вот, сумма градусных мер этих дуг равна всегда π. Альфа плюс бета равно всегда π. Независимо вообще от того, где эта точка находится. Она у нас достаточно ограниченно тут двигается по окружности, но даже если бы она была не на окружности, а вот здесь вот, например, эта точка, да, все равно две перпендикулярные прямые отсекали бы дуги так, что вот эти вот противоположные в сумме дали бы 90 градусов. Окей, да? То есть вот эти вот противоположные на самом деле тоже в сумме дадут, 180 градусов. 180 градусов дадут, да. И вот эти вот альфа плюс бета тоже в сумме дают 180 градусов. А это вообще-то сразу же упрощает задачу. Вы понимаете, что у нас тогда получается, что дуга 1 плюс дуга 2 это тупо 6π. Ну, откуда я беру 6π? Я понимаю, что окружность радиуса 6 имеет длину дуги 12π, да? Нам нужно половину, 6π. Все. То есть вы понимаете, что задача стала мега простой. Если мы ее будем решать сейчас через вот эти вот дуги, через вот эти вот углы, точнее, вводим угол тут, вводим угол там, и через них выражаем напрямую эти дуги, и потом что-то там рассуждаем о параметре, то так будет сложненько. Это в лоб. Но если мы заметим, что этот угол прямой, то вот эти вот дуги, градусные меры этих дуг в сумме всегда π, да, а значит длина этих дуг в сумме всегда тоже π. Каждая дуга, она на самом деле меняется. Эта дуга меняется, когда двигаются прямые, потому что у меня одна прямая поедет сюда, другая поедет как-то сюда. То есть если я буду вот дальше по окружности двигать эту точку туда, да, представьте, что у меня точка пошла дальше по окружности, мы уже с вами поняли, что она по окружности двигается, помните, да, то у меня одна прямая едет влево, другая прямая едет вниз, у меня здесь сильно по-разному как-то сложно меняются дуги. Но на самом деле они меняются так, что их сумма всегда будет π. Вот что сохраняется. Вот это очень важно в этой задаче заметить, потому что это значительно упрощает громоздко решение, да. Смотрите, я еще заранее подготовил в Desmos вот такой вот график, и вот что здесь я, собственно, показываю. Вот у меня какое-то значение, скажем, А1, при котором точка здесь, и вот какое-то значение А2, при котором точка находится здесь. И когда у меня из А1 двигается в А2 эта точка, да, смотрите, что происходит с дугами. У меня вот дуга окружности, вот эта верхняя, она здесь убывает, как бы, а здесь прибывает. Понимаете? То есть у меня получается, что когда эта прямая движется, вот эта прямая вертикально, она движется справа налево. И когда она движется, у меня здесь минусуется столько же, сколько здесь плюсуется. То есть здесь убыло столько же, сколько здесь прибыло. И аналогично, вот здесь такая же ситуация. Здесь получается, вот эта прямая горизонтальная едет вниз, и когда она едет, здесь прибывает столько же, сколько здесь убывает. Вот почему сумма длин дуг сохраняется. Хотя длины дуг сами меняются, да? Вот здесь у меня на самом деле дуга изменилась, потому что убыло больше, чем прибыло. Вот, и здесь, чисто визуально говорю, да, здесь прибыло больше, чем убыло, поэтому эта дуга у меня увеличилась, эта дуга у меня уменьшилась, но, я имею в виду, когда параметр изменился из А1 в А2, но при этом сумма не изменилась, потому что сколько здесь убыло, столько здесь прибыло, сколько здесь прибыло, столько здесь убыло. Все. Это очень такое важное, прям фундаментальное рассуждение, до которого нужно здесь дойти, чтобы понять, что таким образом, окей, у меня вот это вот в сумме всегда 6π, а осталось теперь найти просто сумму вот этих вот x1 плюс x2. Ну как их найти? Это очень просто. Смотрите, давайте найдем точки пересечения прямых с окружностями. Это мега простая задача и базовая даже для тех, кто решает ЕГЭшку, да, и, соответственно, здесь это будет еще проще, потому что у нас прямые-то не наклонные, они параллельно осям, да, то есть как мне найти пересечение x равно минус 4 синус с окружностью x квадрат плюс y квадрат равно 36. Я просто вместо x подставляю 4 синус, 16 синус квадрат, а плюс y квадрат равно 36, но отсюда понятно, что y равно плюс-минус корень из 36 минус 16 синус квадрат. И что я таким образом нашел? Я нашел две точки. Раз, два. Ординаты вот этих вот двух точек. Какова длина вот этой хорды? Ну, понятно, что сумма этих ординат, да? То есть вот это у меня
корень из минус корень из 36 минус 16 синус квадрат, вот это у меня плюс корень из 36 минус 16 синус квадрат. Все, изи-пизи, мы здесь просто сходу находим, что хорда 1, да. Ну, вообще, по-хорошему, по-красивому надо было бы это обозначить типа L1, да, длина 1. Ну, ладно, давайте я назвал это уже хорда 1, это будет H1. Есть Эльмир, по-моему, Эльмир Мэт называется, который X и H называет. Вот я сейчас под него, считайте, кашу. 2 корня из 36 минус 16 синус квадрат альфа, синус квадрат А. Очень хочется альфой называть этот параметр, а возможно там и было, по-моему, кстати, альфа, это я записал уже условие через А. Ну, в общем, понимаете, это у нас H1, H2 у нас, понятно, будет делать теперь 2 корня из, чисто по аналогии, да, мы подставляли бы, чтобы найти H2, мы бы подставляли вместо y4 косинус вот сюда, да, и находили бы корень, пардон, не вот сюда, а в уравнении окружности, и находили бы 36 минус 16 косинус квадрат А, вот, и теперь нам нужно максимизировать величину h1 плюс h2, да, то есть мы, понятное дело, хотим тогда найти производную вот такой вот суммы 2 корня из бла-бла-бла плюс 2 корня из бла-бла-бла. Ну, ищем производную. Так, ну, ищем производную, приравниваем ее к нулю. Здесь супер банальная задача из такого достаточно элементарного матана. То есть мы говорим, понятно, двойки сократятся. Понятно, четверку можно вынести, да, как 2 тоже сократить. Так, 9 минус 4 синус квадрат будет. В общем, будет минус 8 синус делить на 2 корня из 9 минус 4 синус квадрат. Так, вот здесь вот так. Равно, не равно, минус, давайте плюс минус 8 косинус делить на 2 корня из 9 минус 4 косинус квадрат. Я надеюсь, вы понимаете все, что я сделал. Я сократил эти двойки, да, я еще из подкорня вынес 4, вот, и это тоже сократил, у меня тут осталось 9 минус 4 косинус квадрат, и вот, в общем, уже так брал производную, все это равно нулю. Так, и что мы делаем? Ну, понятно, в общем, приравниваем одно к другому, да, одну дробь к другой приравниваем, тут получится что-нибудь типа минус 4 синуса А умножить на корень, да, равно 4 косинуса А умножить на корень, да, соответственно, тоже. Так, ну и здесь, конечно, можно порассуждать о знаках этих вот самых, так, функций. Так. То есть получается, что у меня равенство нулю будет только если синус равен косинус. Вообще на самом деле, короче, если синус отрицательный, а косинус положительный или наоборот, да, то есть у меня синус и косинус должны быть разного знака, чтобы случился минимум производной. То есть, видимо, у меня минимум будет происходить где-то здесь, вот в точке типа вот такой, да, и где-то вот здесь вот, две вот такие точки будут. Вот, то есть вот здесь вот минимум произойдет, и симметрично ему вот здесь вот минимум произойдет, а здесь, видимо, не произойдет минимум, хотя, казалось бы, почему нет? Потому что если же я вот так вот нарисую, у меня ведь будет абсолютно симметричная ситуация. Здесь тоже должен быть минус. Да, какая-то тут муть получается со знаками. Но мне кажется, знаете что? Мне кажется, можно спокойно так взять и в квадрат все возведи. Все, смотрите, да, я вижу, что получится. Давайте в квадрат, в общем, все возводим. Возводим все в квадрат, получается 9 синус квадрат. Минус 4 синус квадрат косинус квадрат. Понятно, я что на 4 сократил, да? Надеюсь, все понимают, четверочки ушли. Синус квадрат косинус квадрат равно 9 косинус квадрат минус, опять же, 4 синус квадрат косинус квадрат. Ну, в общем, все увидели, я надеюсь. У нас вот этот вот сложный, получается, вот это сложное слагаемое с обеих сторон сократилось, получилось 9 синусов равно 9 косинусов. Понятно, что тангенс квадрат альфа, тогда тангенс квадрат А равен 1, да, и, соответственно, тангенс равен плюс-минус 1, короче, А у нас получается π на 4 плюс πk на 2, да. Ну вот мы и получили на самом деле π на 4 плюс πk на 2, мы получили, что и здесь, да, и вот здесь вот у нас будет везде получаться минимум, точнее максимум, наверное, этой фигуры. Вот, по-хорошему здесь надо чуть более подробно исследовать, ну, вы поняли, да, то есть здесь со знаками не все так однозначно. Чтобы вывести аккуратное такое решение на полный балл, нужно здесь, конечно, много о чем рассуждать, но, если честно, если бы я на Олимпиаде был, я бы вот так просто в лоб прошел. Если бы что-то жюри не понравилось, то они бы поставили мне плюс-минус. На Олимпиаде плюс-минус в целом то же самое, что плюс.
То есть это значит, что идею взял, задачу решил, но есть какие-то помарки, и это не сильно тебя, в общем-то, не сильно тебя отодвинет от полного балла, да, поэтому я бы лучше, на самом деле, в нюансы здесь не вдавался, а просто вот так оставил, да, и пошел бы дальше, потому что на это сейчас надо потратить время, посидеть, что-то поразмышлять, вот до этого дошли, и хорошо. Значит, короче, у нас А должно быть равно π на 4. И вот если я теперь π на 4 буду подставлять вот сюда и вот сюда, так, что получится? x1 от π на 4. x2 от π на 4, кстати, будет такое же значение. То есть, обратите внимание, если я подставляю π на 4, у нас и тут, и там будет корень из 2 на 2, и это означает, что максимум или минимум, да, достигается в той точке, где у нас хорды будут иметь одинаковую длину, то есть вертикальная и горизонтальная хорда имеют одинаковую длину, и там будет максимальный периметр. И получается тогда 2 корня из 36 минус 16 на 1/2, 36 минус 8, да, вот такое должно было получиться. Это 2 корня из 28, это 2 корня из 7, еще, да, 4 корня из 7 получается. Х2 от π на 4. Тоже 4 корня из 7. Ну и таким образом наш ответ это что? 4 корня из 7 плюс 4 корня из 7, 8 корней из 7, плюс 6, собственно, π. И вот это, скорее всего, действительно правильный ответ, потому что у моего ученика тоже так же получилось. И, кстати, интересна была его реакция. Я такой скидываю, говорю, вот такой ответ. Он такой, о, корень из 7, слава богу. Потому что, видимо, человечек сомневался, что здесь корень из 7 может в такой задаче возникнуть. Да, он говорит такой ответ. В общем, вот такая задача была на Олимпиаде физтеха. Пишите, кстати, в комментариях, кто участвовал в этой Олимпиаде, смогли решить эту задачу. Пишите, что еще можно было бы здесь упростить, потому что есть ощущение, что можно было бы здесь еще как-то дальше упрощать. Хотя решение, мне кажется, вот в таком виде уже достаточно хорошее. Есть немножечко такой не сильно громоздкой алгебры, да, есть такие рассуждения по планиметрии, тоже совсем непростые, несложное рассуждение. Надо понимать, что вот этот вот угол, да, между двумя хордами вычисляется как полусумма дуг, которые эти хорды отсекают, да. Вот, и это здесь лежит в основе решения. Мы еще что увидим? Что неважно, какой здесь знак, если бы знак был больше равно нуля, то мы бы взяли вот эти две дуги, да, и так как вот этот факт есть о том, что у нас независимо от расположения этих прямых у нас все равно здесь получается полуокружность, здесь тоже получается полуокружность, но все равно, если бы знак был больше равно нуля, все равно получился бы ответ точно такой же. Вот. Ну и да, интересно, в общем, много чего интересного здесь есть. Ну, то, что вот это у нас все двигается по окружности, мы сказали. Вот, советую тоже начертить в Desmos график, да, и подвигать, просто посмотреть, как оно все двигается. Там у нас прямая, обе прямые как-то синхронно друг с другом туда-сюда болтаются, и это очень интересно понаблюдать над этим, да, над тем, посмотреть на то, как эта точка по окружности ездит туда-сюда. В общем, да, вот такая вот задача, очень интересна, на мой взгляд. Надеюсь, вам понравилось. До встречи на следующих разборах. Как говорят у нас в Мексике, auf Wiedersehen.